Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы продолжаем ролики «Как работать со смыслом». Упражнение 1. Ребенку даются слова в первоначальном виде. Например, Дима, яблоки, любовь. Ребенок должен сам поставить, что Дима любит яблоки. Например, Катя смотреть окно в. Предлагается ребенку составить предложение. Ребенок говорит: Катя смотрит в окно. Следующее упражнение. Даем ребенку предложение и просим его начать с другого слова. Утром солнце встает. Например, просим его начать с слова «встает». Встает утром солнце. Или солнце встает утром. Ребенку нужно дать вам все варианты этого предложения с разных слов. Упражнение 3. Меняемся с ребенком местами. Теперь ребенок у вас учитель. Вы читаете ребенку текст, а ребенок следит за вами глазками или пальчиком. Например, текст такой. Жил в лесу серый зайчишка. Вместо серый вы ему читаете, например, серенький, а ребенок должен увидеть и исправить, что серый не серенький, а серый. Все лето серый прыгал, резвился в травке на полянке. Тут на самом деле написано «в траве на поляне». Ребенок тоже должен следить и заметить, что не в травке на полянке, а в траве на поляне. После того, как вы читаете ребенку абзац, вы просите ребенка совсем стать учителем и спросить вас, что вы поняли, когда читали этот текст. Например, задать вам вопросы. Кто жил в лесу? Где жил зайчишка? Когда он прыгал на полянке? То есть ребенок задает вам вопросы, а вы отвечаете. Для усложнения заданий можно отвечать не то, как в тексте написано, а делая ошибки. Пусть ребенок сам следит за логикой упражнения и исправляет ваши ошибки. Затем вы меняетесь с ребенком местами. После того, как вы обсудили этот текст, когда вы его читали, теперь читает ребенок, а вы задаете ему вопросы. Следующее упражнение – работа с карточками. Вы по очереди с ребенком вытаскиваете карточки из колоды. Например, вот я тут вытащила воробей и лебедь. Ребенок должен придумать рассказ, чтобы объединить эти две картинки. Например, жил-был воробей, и как-то раз ему захотелось пойти купаться. Когда он пришел купаться на озеро, он увидел, как плавает там лебедь. Или наоборот, жил-был лебедь, и он решил пойти в гости к воробью. Любой вариант рассказа с помощью картинок. Сначала ребенок вам рассказывает историю, потом вы ребенку. И продолжайте играть так, пока вам этого хочется. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ждите новых роликов.